Ах, Вечная Империя Ачканатван, часто именуемая Пепельным городом. Если вы рискнете отправиться достаточно далеко на север от утеса Куахуакан, то сможете различить смутные очертания ее руин. Но не поддавайтесь наивному любопытству. Говорят, это место проклято. Его древние камни до сих пор хранят шепот тайн и скорбных историй, которые лучше оставить в покое. Возможно, я слишком долго просиживал за пыльными свитками, но поверьте, эти рассказы не просто старые сказки. Известно, что Ачканатван был воздвинут тысячи лет назад последователями первого пира Архонта Жбаланки, и правил там печально знаменитый тиран Ачкан. Город основали на костях еще более древнего поселения Чилел-Ухтока, некогда принадлежавшего владычице дракону Ишлель. Народ Ишлель овладел так называемыми исходными механизмами, сложными конструкциями, подвластными лишь драконьей воле. Однако Ачкан, известный своей безграничной жадностью и жестокостью, узурпировал полномочия Ишлель. Он заточил ее в статую, погребенную глубоко в старом сердце Чулель, пытаясь заставить ее управлять могущественными устройствами города. Когда эти попытки провалились, Ачкан пошел на крайние меры. Поскольку в жилах его текла драконья кровь, он задумал поработить собственную драконью сущность. Заключив эту силу в новое сердце Чулель, тиран надеялся создать источник энергии, служащий лишь человечеству. Некоторое время эта безбожная смесь магии и жестокости позволяла Ачканатвану процветать. Путники описывали великолепные дворцовые дворы и благородные пиры, но под сияющей оболочкой скрывалась тирания, обреченная на падение. Со временем появилась группа героев во главе с красноглазым воином, бросивших вызов господству Ачкана. Они свергли его, и вскоре Ачканатван стал угасать и исчезать из людской памяти. Жители покинули город, и он замолк. Хотя тишина не всегда означает покой. За незадолго до катаклизма хитрец по имени Ваксаклахан Убакан обратил останки Ачкана в проводник бездны, породив чудовищного дракона, притаившегося среди пепельных развалин. Чтобы заманить в его пасть отважных глупцов, Ваксвакахан пускал слухи о несметных сокровищах, якобы скрытых в залах некогда Великой Империи. Многие искатели приключений подались на эти рассказы. Среди них была и злополучная команда искателей Ачканатуана, надеявшаяся отыскать реликт, способный отразить влияние бездны. Их попытка провалилась. Лишь один из них вернулся живым, принеся с собой мрачную повесть о падении нравов и ужасах, таящихся в тени. Спустя годы Бона, дочь предводителя той команды, пошла по стопам отца и также не избежала гибели. Сегодня Ачканатван считается запретным местом. Местные племена строго воспрещают вход в его пределы, а летный отряд клана Цветочного Пера зорко стережет его границы. Но судьба порой любит втягивать любопытных в давние трагедии. Путешественники Пайман узнали о Ачканатване, стремясь добыть золотую печать, реликвию, способную снять благословение Пира, повелителя драконов. Их путь пересекся с Боной и ее спутником Какауиком, и вскоре они оказались лицом к лицу с неугомонной тенью Ачкана. Представьте же удивление, когда Какауик раскрыл свою сущность. Ачкан, возродившийся вновь. Он бросил вызов путешественнику, предлагая очистить его душу от скверной бездны. В эти короткие мгновения сущность Ачкана даровала путешественнику мимолетное видение прошлого, о трагических поисках приключенцев, о махинациях Ваксвакахана, о том, как наш дракон-спутник был признан избранным драконов. В разгар этой драмы путешественник освободил Ишлель, смягчив мгновенные муки драконьей владычицы. Этот акт милосердия и понимания озарил... Во время исследования путешественник освободил Ишлель, смягчив мгновенные муки драконьей владычицы. Этот акт милосердия и понимания озарил слабым, но теплым светом наследие Вечной Империи. Что же сегодня значит для нас Ачканатуан? Он стоит перед нами как предостережение. Амбиции и жестокость способны повергнуть даже самые величественные колонны цивилизации. В осыпающихся сводах и черных временем реликвиях скрыта отрезвляющая истина.
Те, кто жаждет власти без меры и равновесия, обречены на то, что их мнимые триумфы рассеются, словно пепел на ветру.